Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю всемирно известный рулет торнадо. Также его называют рулет восход солнца, тающий во рту, буквально очень красивый в разрезе. Покажу также в этом видео самый простой способ именно замешивания теста на этот рулет. И также покажу, как сохранить корочку рулета идеально ровной. 10 яиц я разделяю на желтки и белки. Рулет у меня будет большой. Белки я начинаю взбивать с ванильным сахаром 16 грамм и щепотка соли здесь у меня. Также от общего количества сахара 220 грамм в белки я добавляю примерно половину. Яйца у меня здесь комнатной температуры. Весом каждое яйцо примерно по 50 грамм без скорлупы. Белки взбиваем около 5 минут. Вот до такой пышной меренги. Итак, отставляем сейчас в сторону белки и начинаем взбивать желтки с оставшимся сахаром. Желтки я всегда взбиваю не менее по времени, чем белки. Сейчас в желтки я отправляю 100 грамм без запаха растительного масла и также 100 миллилитров молока комнатной температуры. Здесь, как я уже сказала, мой способ приготовления этого рулета самый-самый упрощенный. Здесь долго я ничего не взбиваю, я просто аккуратно все это перемешиваю и буду сейчас уже вводить муку и разрыхлитель. 190 грамм муки просеиваю и 5 грамм разрыхлителя. Разрыхлителя больше брать не нужно, иначе он будет чувствоваться во вкусе, потому что муки здесь у нас очень мало. Но это так и должно быть. Многие будут спрашивать, а зачем столько яиц я добавляю. Если вы хотите, чтобы сам рулет был таким пышным, чтобы высоким был вот этот рисунок, внутри у нас рулета, то нужно столько яиц брать. Если вы хотите, чтобы рулет был тоненьким, как вот такой, раньше в кулинариях продавался, тогда берите в половину меньше, но эффекта уже такого не будет. Я думаю, что я здесь ответила уже на вопросы, будущие в комментариях. В желтковую массу я аккуратно вмешиваю все белки. Круговыми движениями. Аккуратно можно здесь также пользоваться и венчиком, чтобы быстрее все это промешалось. У меня крупный венчик. И также крупной лопаткой. Половину теста я переливаю обратно в ту миску, где мы взбивали белки. 30 грамм какао-порошка для выпечки и 60 миллилитров очень горячей воды, практически кипятка. Я перемешиваю с какао и отправляю в одну из частей теста. Вы можете взять немного меньше какао, если вы не любите такой насыщенный какао-вкус. Тогда берите 50 миллилитров воды, если, допустим, вы захотите 25 грамм какао добавить. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Аккуратно перемешиваем всю эту массу. Для красивого рисунка лучше, конечно же, не убавлять здесь количество какао, и во вкусе сбалансированный очень вкус будет у рулета. Именно внутренний размер этого противня 37 на 25 сантиметров. Это очень важно, потому что внешние размеры я не указываю, они у всех могут быть разными. А именно внутренний размер большой здесь у формы. Форма такая не совсем низкая. То есть, чтобы высокий был такой рулетик, нужно брать такую поглубже форму. Светлое тесто выливаем аккуратно очень сверху. Вы можете также поменять это все и сделать шоколадное наоборот сверху. Тогда будет немножко другой рисунок. Но я показываю именно, как сохранить здесь красивый верх у светлого теста. Это очень важно, потому что для других рулетов это тоже актуально. Так, аккуратно выложили все это уже на поверхность. Ничего здесь не продавливаем, не выливаем. И здесь, смотрите, очень важный момент. Я начинаю делать эти борозды, беру обычную вилку и рукояткой от вилки я делаю эти борозды в тесте, чтобы потом получился красивый рисунок. Так как мы будем нарезать рулет, я его буду сворачивать в длину, и будем нарезать с короткой стороны,
в принципе, потом на кольца. Поэтому и борозды я начинаю делать с короткой стороны. Если же вы захотите сделать рулет в несколько слоев, чтобы он у вас был такой более короткий, но более обширный, тогда начинайте делать борозды с длинной стороны. Но вот как сейчас я делаю борозды, кто захочет повторить, это очень важно, не менять здесь последовательность в исполнении этих полосок. Потому что вот этот красивый тогда узор не получится. То есть начали с маленькой стороны, с короткой, и нарезать будем также с короткой стороны потом. Итак, убираю выпекаться примерно на 25-30 минут в духовку при 170 градусах. Режим вверх-вниз без конвекции на среднем уровне. Прошло у меня примерно 27 минут здесь. Рулет уже испекся. По сути, это классический здесь шифоновый бисквит, который очень нежный, очень влажный получается. Он не требует пропитки. Это тающий во рту просто тесто получается. Невесомое такое, очень-очень легкое. Горячий корж. Я сразу, видно еще пар идет, я сразу переворачиваю на бумагу для выпечки. Силиконизированная бумага здесь у меня. И срезаю с него один край. Также тут даже видно, как вот, насколько он эластичный, как он сворачивается. Надрезаю следующий край. Здесь такие белые точки на поверхности, на шоколадной. Это именно капли светлого теста. При погружении вилки в тесто такой эффект дают. Это ни в коем случае не промесы, потому что муку мы промешивали с помощью ручного миксера. Все там идеально уже промешалось. Просто, когда погружается рукоятка от вилки, она может давать абсолютно разный эффект именно на шоколадном тесте из белого. Сворачиваю дальше. Здесь очень аккуратно, здесь у меня в одном месте будет трещинка, но она потом закроется. Именно на данном этапе сворачивания будьте аккуратнее. Здесь на 15 минут горячий рулет я заворачиваю в бумагу для выпечки. Завернула и оставила примерно на 10-15 минут на столе. Прошло у меня около 15 минут. Я его разворачиваю. Очень аккуратно силиконизированную бумагу для выпечки я снимаю с этого рулета. И таким образом сохраняется идеальная поверхность у корочки. Придаем ему форму, которая нам необходима. И сейчас я эту бумагу для выпечки, которая уже лишняя, остается только та, что есть внутри, пусть она останется, я срезаю вот это лишнее ножницами. Убираю в таком виде примерно на час-два в холодильник, чтобы он уже сейчас остыл у меня до комнатной температуры. И уберу вот в таком виде, пусть он там остынет. Здесь у меня 100 мл очень холодных сливок для взбивания, 150 грамм творожно-сливочного сыра, 30 грамм сахарной пудры. Можно добавить здесь ванильный сахар или ванильный экстракт по желанию. Я не добавляю, потому что будет какао. 1 чайную ложку какао-порошка. Все это я взбиваю до устойчивых пиков, и крем готов. Сливки здесь берем не менее 30% жирности, лучше больше. Крем готов. Теперь на чистый лист бумаги для выпечки, силиконизированный, я переворачиваю уже остывший до конца в холодильнике рулет. И аккуратно удаляю ту бумагу для выпечки, которая была внутри. Сейчас из кондитерского мешка наполняем кремом этот рулет. Крем у меня ушел здесь практически весь. Здесь очень важно не повредить самому коржу при наполнении его кремом. Я могу вам дать личный совет, как мастер уже с очень большим опытом, с огромным количеством честных рецептов на моем канале. Кому это будет интересно, просто по поводу количества этого крема, я бы больше крема не добавляла здесь. Можете сверху украсить кремом, можете его покрыть сверху полностью кремом, этот бисквитный рулет. Но мне кажется, это уже лишнее здесь будет. Смотрите сами, на ваш вкус, но я делаю вот так. Бисквит, в принципе, на вкус напоминает все эти азиатские бисквиты типа кастелло, японские, тайваньские. И в пропитке дополнительной, в дополнительном
увлажнении кремом эти бисквиты по сути не нуждаются. Они являются в принципе самодостаточными десертами, которые можно кушать без увлажнения и без дополнительного крема. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.